дорогие друзья! Вас приветствует канал Домашняя кухня. Привет всем, друзья! Сегодня готовим пельмени. Начнем с мясного фарша. Вот здесь у меня 350 грамм свинины пополам с курицей, 1 луковица, тут где-то 1/3 чайной ложки перца, 2/3 чайной ложки соли, 1 столовая ложка воды, потом скажу для чего, и секретный ингредиент, но к нему подойдем немножко позже. А теперь отставим мясо и займемся луком. Лук разрежем помельче, мы его будем помещать в блендер и измельчать. Так, возьмем наш блендер. Поместим кусочки лука. И вольем сюда 1 столовую ложку обычной воды. Вода нам нужна для того, чтобы наш лук превратился в эдакую эмульсию. Фарш для пельменей должен быть сочным, поэтому вот вода и сок лука даст нам то, что нам необходимо для пропитки ароматом нашего фарша. Значит, закрываем и взбиваем. Ну вот то, что нам надо было. Выкладываем лук в миску с фаршем. Опускаем туда перец, соль. И вот наш секретный ингредиент. Это пару перчинок душистого перца и вот чуть-чуть буквально лаврового листа положила. Это нам надо измельчить. Измельчать мы будем с небольшим количеством соли, для того, чтобы соль поспособствовала мелкому измельчению лаврового листа и перца. Вот такая ароматная смесь у нас получилась. Мы ее сразу добавляем в фарш, чтобы она не выветрилась. И тут же начинаем замешивать наш фарш. Все руками. Я все делаю руками. Тут же наш фарш приобрел аромат специй, но тем не менее ему необходимо настояться, то есть закрепить этот аромат в себе. Вот я его вымешала. И теперь можно накрыть тарелочкой и поставить в холодильник, чтобы он на часок, чтобы он пропитался. А в это время мы займемся тестом для пельменей. Готовим тесто. У нас в миске отвешено 400 грамм муки. Это 3 вот таких 250 граммовых стакана. Значит, тут 2 маленьких яйца, чайная ложка соли,
вода для добавления в стакан, потом посмотрим, сколько нам ее понадобится. И подсолнечное масло, нам понадобится 2-3 столовые ложки. Итак, всыпаем соль в воду, размешиваем. Даже если у нас пойдет не вся вода в тесто, это не страшно. Большое количество соли в тесте тоже не сильно приветствуется, потому что тесто становится тугим из-за соли. Так, воду мы размешали и добавляем до полноты стакана. Так. Вот у нас было 200 миллилитров воды, сейчас 100. Вот где-то 100 миллилитров воды у нас ушло на добавление в стакан. Теперь размешиваем с яйцами вилочкой для удобства. И в этот же стакан добавляем до верха подсолнечного масла. Это наверное, 2 столовые ложки. Делаем луночку и выливаем все в муку. Начинаем замешивать тесто. Опять-таки я все делаю руками. Вода должна быть теплее, чем комнатная температура. Такая тепленькая, как температура тела. Тесто замешиваем на пельмени крутое. Так, вот чувствую, что еще немножко воды надо. Это грамм 50. Если чувствуете, что нужно воды, что тесто очень твердое стало, добавляйте смело, но до того, как замесите тесто. После этого уже будет проблематично его воду вмешать в тесто. Теперь мы немножко муки положим на стол и выложим наше тесто на стол. На столе вымешивать гораздо удобнее. Вот оно легко вымешивается. Вот оно у нас буквально за 2 минуты и вымешалось. Его необходимо положить в целлофановый пакет и оставить на полчаса для того, чтобы у нас образовалась клейковина. Вот такой красивый комочек у нас получился. Тесто полежит полчаса, и мы приступим к изготовлению пельменей. Итак, раскатываем тесто, припыляем стол.
Тесто приподнимайте. Раскатываем не сильно тонко, чтобы, во-первых, не рвались пельмени, а во-вторых, чтобы удобно было соединять кончики теста, пельмешки. Приподнимайте фарш, вы тогда руками чувствуете, где пласт толще, где тоньше. Так. Вот мы раскатали такой блинчик. Он у нас держит форму. Теперь можем смело вырезать пельмешки. Вот такой вот штукой удобно вырезать, только она немножко сделана кривовато. С одной стороны режет, с другой не очень хочет. Соединяем кружочки. Это тесто у нас пойдет к основному тесту. Для того, чтобы тесто у нас, кружочки теста не заветривались, мы сейчас их накроем полиэтиленовым пакетом. Тогда нам будет легко лепить пельмешки. Присоединяем тесто к основному, закрываем опять, чтобы не заветрилось. Ну, вот сколько у нас тут получилось? 21 пельмешка получилась. Ну что, начнем их формировать. Берем кружочек, выкладываем начинку, немножко втапливаем и закрываем. Пройдитесь еще раз пальчиками по концу пельмешки, и вот такая у нас пельмешка получилась. Следующее. Опять утапливаем, соединяем кончики и закрываем. Следующее. Соединяем. Хорошо прижимаем и соединяем хвостики. Вот еще одна. Итак, все. Я уже закрою, чтобы кружочки наши не заветривались. И продолжу делать оставшиеся пельменьки. Потом покажу, сколько их получилось, и отварим с вами пельмени. Друзья, вот такие пельмени получились. Вот столько теста осталось. Значит, из 350 грамм фарша у меня получилось, я посчитала, 62 пельмени. Сейчас я поставлю воду, отварю их и покажу вам, какие они уже в отваренном виде. Вот на плите кипит вода. Сюда я бросила чайную ложку соли. Лавровый лист и перец я не бросаю, потому что они входят в состав фарша.
Теперь пельмени необходимо осторожно помешать, чтобы они не прилипли во время варки ко дну. И дождаться, когда они всплывут на поверхность. После всплытия на поверхность пельмени нужно варить минутки 4. Если они не заморожены, минуток 5-6. Когда тесто хорошее, тогда пельмени не рвутся, и тогда у нас получается не бульон в кастрюле, а водичка, потому что все соки из фарша сохраняются внутри пельменьки. Вот это всегда считается качественными пельменями, когда они не порвались, они целенькие, и сок из пельменей не вытекает в воду, в которой они варятся. Вот пельмени наши уже всплыли. Сейчас еще пару минут покипят и будем их доставать. 3 минуты прошло, можно пельмени доставать. Польем пельмени растопленным маслом. Выложим сметану. И посыпем укропом. Вот такая красота у нас получилась. Очень красивые, очень ароматные, очень вкусные. Приготовьте, пожалуйста, такие пельмени. Обрадуйте свою семью замечательным блюдом. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!